Сегодня я расскажу обо всех фанатских играх по Гренни Слонтерине. Мы вместе найдем лучшую и худшую из них, а также обсудим, наверное, самую правдивую причину ухода девелопера и назовем точную дату его возвращения. Мы поговорим с разработчиком одной из этих фан-игр. Я расскажу, как скачать эти игры, например, Бабку Онлайн или же Гренни ремейк, который по графике ничем не уступает Silent Hill. Короче, это будет просто взрыв мозга, который начнется прямо сейчас. А точнее, когда вы поставите лайк. Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Погнали! Итак, на данный момент в Google Play доступны 3 официальные части игры Гренни, самая первая из которых вышла в 2017 году и была разработана шведским разработчиком Денисом Вукановичем, известным под псевдонимом Developer. Впоследствии во второй части нам добавили деда, а в третьей, самой последней, мы можем наблюдать еще и Слендерину. Третья часть вышла почти 4 года назад, а последнее обновление выходило почти ровно год назад, где он добавил кошмарный режим в третью часть бабушки. Если учитывать еще появление бабки в игре The Twins, то ролик можно было бы уже и закончить, если бы не удивительные фанатские версии бабки, многие из которых можно реально наградить на Game Awards. Давайте меньше мусолить и переходить от известных фан-игр к менее известным. Первый у нас на очереди Гренни 5 Time to Wake Up. Это, наверное, одна из самых известных фанатских игр от русского разработчика от Valve. После тяжелого дня игрок позвонил сестре и рассказал, что ему часто снятся кошмары. Эта ночь не стала исключением. На этот раз игрок оказался в очень глубоком сне, находясь в странном отеле. Вас ждет множество интересных головоломок и комнат этого пугающего отеля. Но что самое главное, вас ждет сюжет. Не буду спойлерить, но я обещаю, что вы просто офигеете от такого реально мультивселенского, я бы даже сказал, приключения с эпическим финалом и в целом геймплеем. Ребят, тут есть RTX. Алло. Игра, как вы уже поняли, доступна на ПК и на телефоны. Скачивайте и наслаждайтесь. Дальше у нас идет по счету Гренни ремейк. Бабка сбита возвращается, но теперь не просто в новой атмосферной графике, но и в совершенно в другом обличье. Студия Fair Kite Labs преподносит вам переосмысление легендарной игры для телефонов, добавляя намного больше ужаса, прямо как в любой хорошей хоррор-игре на ПК. Конечно же, здесь также присутствуют совершенно новые локации, помимо уже знакомых нам, а также новые головоломки и даже новая концовка с вызовом полиции. В игру поиграли многие ютуберы, и вам тоже стоит. Granny Escape Together. Это жуткая кооперативная хоррор-игра, в которой вы оказываетесь запертым в доме у сумасшедшей бабушки. Но бабуля не единственная опасность, которая поджидает вас в доме. Кто-то еще жуткий живет в подвале. У вас есть 5 дней, чтобы вместе с другом выбраться из этого дома. Все так же отличная графика с реально, кстати, пугающей бабкой. Это в целом очень хороший кооперативный хоррор, в который вам стоит поиграть вместе с другом, ведь вышел он, кстати, совсем недавно. Гренни Онлайн. Это тоже, кстати, одна из онлайн-игр про бабку с друзьями, просто эта версия отличается наличием приближенности к оригинальному проекту, в чем и была цель автора игры. Просто сделать за девелопера то, что он давным-давно хотел сделать сам. Вот примерно так бы это и выглядело. Есть также Гренни Онлайн 2, где все то же самое, только во второй части игры. Также есть подобная игра под названием Гренни Мультиплеер. Тут тоже прикольно, и все игроки, кстати, капсулы. Не буду упоминать Гренни из Роблокса, окей? Хотелось бы также рассказать о Гренни Legacy, в переводе «Наследие». Это старая добрая бабка, но только с дополненным количеством разных механик, головоломок и даже концовок. Например, концовка с роботом. Есть внутриигровой магазин и дед в игре. Короче, это Гренни, но для тех, кому надоела обычная версия игры. Грубо говоря, это примерно то, что могло бы быть с Гренни, если бы девелопер не уходил бы каждый раз на целый год. Есть также Гренни 4 от MG Studio под заголовком «Потерянная душа». И более того, у меня есть возможность прямо сейчас пообщаться с создателем этой фан-игры. Погнали! Итак, привет, МГ. Всем привет, меня зовут МГ. Хотелось бы задать тебе один единственный вопрос. Почему ты создал Гренни 4? В чем была твоя мотивация? На самом деле идея пришла неожиданно, наверное, даже спонтанно. Я решил сделать что-то легкое и простое в реализации и полагал закончить проект буквально за месяц. В итоге я работал над ним более 2 месяцев. А потом мне не понравилась бета-версия, и через некоторое время я решил выпустить ее релиз или даже в некотором роде ремейк. На самом деле этот проект некий реализатор всех моих идей. В нем впервые появились скины. Вот думаю в скором времени сделать собственный редактор. То есть можно будет создавать свои карты и играть в них. А самое главное, это все прямо на вашем телефоне. Ну и что ж, на этом у меня все. Спасибо КПК, что позвал в ролик. Всем удачи и всем пока. Огромное спасибо за участие, мы идем дальше.
Так, давайте ускоряться. Granny 4 есть также версия ход от Valve и версия Granny 4 The Rebellion. Мы попали в дом семьи Granny, ехав на машине, и теперь нам нужно бегать еще и от Носферату. Схоже с этим также и Granny 4 Mortuary Madness. Так, это, конечно, все хорошо. Мне хотелось бы рассказать вам о крутейшем дискорд-сервере Элемент. Элемент — это уютный уголок для творчества, веселья, отдыха и поиска друзей. Место, где повседневные проблемы и переживания отходят на второй план. На сервере добрые и отзывчивые администраторы. Здесь проводятся разные ивенты, смотрят фильмы, озвучивают аниме, поют песенки даже. Также на постоянной основе организовывают турниры с денежными призами и раздают нетрушки в войсе. Каждый сможет найти себе компанию по интересам или тиммейтов в такие игры, как Dota 2, Valorant, CSGO и вообще многие другие. Заходи на Элемент, заведи интересные знакомства, а может ты здесь найдешь и вторую половинку. Ссылочка на этот крутой, реально крутой дискорд-сервер в описании. Не забывайте про Granny Portal. Это термоядерная смесь легендарного портала с Granny. Фанаты меня просто удивляют иногда. Вы просто посмотрите на это. Можно поглядеть на Granny Nightmare Chance с красной хоррор-атмосферой особняка. Есть что посмотреть и в Granny Recaptured с добавленным дедом. По-своему интересно Granny Mysterious Castle с интересными загадками и, кстати, Granny Farm, в которой вы попадаете на ферму бабы Ню. Игроку нужно пробраться внутрь дома и найти ключи и инструменты, чтобы сбежать через главную дверь. Granny Light — это лайт-версия игры Granny, в которой можно попытаться выбраться из дома бабушки за 5 дней. Но тут очень много всяких прикольных комнат и задачек. У меня прям ностальгия, это реально... Давайте еще ускоримся, пожалуй. Granny 6 The Secret и Granny 6 Angry Family — это фанатские шестые части. Уже даже шестую часть делают люди, капец. Есть Granny Cello, легендарная Слендерина, теперь с бабкой. Кстати, насчет Слендерины, у нее тоже есть фанатские части по типу Слендерина Warhouse, Слендерина Castle и ее сиквел, а также Слендерина The Cemetery, Hotel of Slenderina, Slenderina on the Road of Despair and Cruelty. Название просто пи. Slenderina The Sever, Return of Slenderina, Slenderina's Freakish Friends and Family Night и Slenderina The Basement. Все, вернемся к Granny. Не забудьте про Granny Unbreakable Night, Granny Maze, Granny Quest, Granny's Secret, Granny 2D, Play for Granny. Слушайте, мне нужно продолжать? Granny Raise the Queens, Escape from Granny, Granny the Field, Granny the Demonic, Granny the Afterlife, Granny the Library, Granny Puzzle, Granny the Mall, Granny the Forest. И вот тут мне хотелось бы остановиться, потому что дальше идут, ну уж слишком, скажем так, малоизвестные фан-игры по Granny, 99% которых просто нереально найти, и качество этих игр оставляет желать лучшего. Я хочу завершить этот список, потому что Granny одна из тех игр, фан-версию которой может сделать, ну, не в обиду, но буквально каждый человек, уж будем честны. И таких уже очень много, и я не вижу абсолютно никакого смысла перечислять каждую из них. Но если разработчик одной из этих фан-игр смотрит мое видео, то я, естественно, жду твои комментарии под моим роликом. Посмотрим, насколько вас много, ребята. Лучшей из всех этих игр, наверное, все-таки является Granny Remake, потому что количество блогеров, которые ее снимали, ничуть не меньше, чем блогеров, снимающих оригинальную игру. Ну и эта игра действительно является лучшей версией бабки Granny. Качество зашкаливает. Хочу также выделить все кооперативные игры по Granny и Granny 5 от Valve. В них можете смело играть. Это крутые игры. И вот у меня вопрос. Как вы думаете, почему, по-вашему, девелопер ушел? Нет, ушел он явно не из-за всех этих фан-игр. Он уходил и раньше, на год и больше, но всегда возвращался. Но в последние годы контент, который он делал, мягко говоря, был не тот, что раньше. Granny 3 получилось очень сомнительным продолжением оригинальной игры и очень похожим скорее на какую-то фанатскую игру, будем честны. И с каждым разом его возвращение откладывалось на все более долгий срок, и в данный момент прошел уже почти целый год, как он снова исчез с радаров. Да и будем честны, его возвращение в апреле прошлого года нельзя назвать каким-то мега эпичным, потому что, ну уж простите, добавлять кошмарный режим и снова уходить, ну это реально уже какое-то неуважение. В одном из предыдущих роликов я обсуждал некоторые причины его ухода, в том числе нежелание дальше работать, ведь я очень надеюсь, что
что он здоров и все с ним в порядке, окей? И вот тут как раз возникает одна интересная версия его ухода. Вот сами посудите, зачем, например, мне делать какую-то 4-ю часть Бабки Гренни, если один чувак сделал мега крутейший ремейк Бабки, который близко не стоял с ПК-версиями игр от девелопера. Другой чувак сделал кооператив Гренни за меня, а я напомню, что давным-давно девелопер хотел сделать онлайн-игру с Бабкой, но забил на это дело. Так третий чувак вообще 5-ю часть с офигенным сюжетом забабахал, и возникает вопрос, зачем? И вот в этом есть смысл, и очень большой смысл. Пока Денис сидит у себя дома вместе с семьей, один человек делает новую фан-игру по Гренни, а другой обновляет, например, тот же Гренни ремейк. Да тут, знаете ли, и без него хорошо живется. Нет, не подумайте, я хочу, чтобы легендарный человек, который, безусловно, все это начал и дал волю другим компаниям делать игры с такой же механикой, вернулся. Я всего лишь мыслю так, как, скорее всего, мыслит и он сам. Сама по себе Гренни тоже начинает терять охваты, и если смотреть на 3-ю часть, то я больше не знаю, что сказать. Мне кажется, вы и так все прекрасно понимаете. Другой вопрос, когда же он вернется? Ну, смотрите, год еще не прошел, я думаю, стоит подождать. Я уверен, что пока что рано кого-либо хоронить, я просто посижу и подожду. Вопрос лишь в том, со мной ли ты?